Привет, я в аэропорту. В каком таком аэропорту, скажет мой постоянный зритель. Ты же всегда путешествуешь на машине и живешь в ней. Я бы с удовольствием поехал и в эту поездку на машине, и жил бы в машине с учетом нынешних цен. Это гораздо выгоднее. Но, к сожалению, не всегда можно уехать на машине туда, куда поехать хочется. И поэтому в этот раз я решил попробовать совершенно новый для себя способ путешествия. Этот новый способ путешествия называется бэкпекинг. В прямом переводе с английского «рюкзачество». Это такой способ путешествовать, когда ты все планируешь сам, перемещаешься только на общественном транспорте и принципиально избегаешь услуг всяческих туроператоров и прочих посредников. Но в моем конкретном случае этот термин не совсем правильный, потому что бэкпакерство подразумевает наличие рюкзака, а у меня с собой не было ничего. Ну, то есть вот совсем ничего. Получается, что это никакой не бэкпекинг, а, я не знаю, ничегокинг или безовсевокинг. В общем, пишите в комментариях ваши версии, как бы вы назвали такой способ путешествовать. Как путешествовать без ничего, спросите вы? Очень просто. Вы просто с собой ничего не берите. Pull the nearest mask towards you. Признаюсь вам честно, я путешествую в таком формате первый раз. И этот первый раз было довольно стрёмно. Я просто рассовал футболку и смену белья по карманам своей куртки, и все. У меня даже с собой не было бы вот той самой висящей на позе сумочки, если бы не тащить в ней аккумулятор, зарядное устройство, кабели и саму камеру. Минимализм – это очень круто. Само только ощущение того, что у тебя нет ничего, кроме того, что на тебе надето и лежит в карманах, оно буквально-таки окрыляет. А кроме вот этого приятного ощущения, такой формат путешествий дает тебе возможность очень сильно экономить на билетах. Вот, например, в моем случае перелет из Актау в Белград через Стамбул без багажа и без ручной клади обошелся мне всего ровно в $100. А если бы, например, добавить всего лишь одно место ручной клади, то цена билета была бы уже $169. Ну, а про багаж мы уже вообще не говорим. И если подумать честно, то никакой багаж не стоит вот этих вот 69 дополнительных долларов, потому что $69 – это довольно значительная сумма, которую можно потратить гораздо более приятным для себя способом. Многие возразят: ну а как же я без любимой подушки и 4 вечерних платьев? Ну, тут, конечно, каждому свое. Меня, например, совершенно не смущает несколько дней походить в одной и той же одежде. Вы же останавливаетесь в отелях или хостелах или квартирах, и у вас всегда есть возможность постираться, помыться и высушиться. Ну, зачем тогда с собой тащить кучу дополнительных шмоток, которые съедают кучу дополнительных денег? Весь этот багаж создает кучу дополнительных проблем. Его надо за собой везде таскать. По прилету его нужно куда-то сдать, хотя бы в камеру хранения или сразу поселиться в отель. А так у тебя свободны и руки, и мысли. Ты прилетел и сразу же пошел гулять. У тебя нет проблем, где оставить твои вещи до вечера. Ну и финальный аргумент в пользу отсутствия багажа. Если багажа нет, его никто не потеряет или не испортит. А это вам дает огромную уверенность в себе и чудовищное спокойствие. В общем, не берите с собой ничего. Это первая составляющая комфортного и очень недорогого путешествия. Вторая составляющая дешевых путешествий – это ваша гибкость. Гибкость в датах и местах отправления, гибкость в пересадках. Будьте, скажем так, непритязательны. И в таком случае самые дешевые билеты обязательно вас найдут. Вот, например, в моем случае. У меня даты не были четко зафиксированы. Я исходил из стоимости билетов на конкретные даты. Плюс выяснилось, что, например, вместо моего первоначального назначения, город Тивот, билеты
какие-то, очень дорогие на указанные даты. Поэтому я просто стал искать большие города и аэропорты вокруг. И нашел, что, например, в Белград в этот же день можно было полететь за $100, а не за 700, как стоили билеты до Тивота. Я быстренько посмотрел способы добраться из Белграда до Тивота. Способов было больше, чем один, и стоили они гораздо меньше разницу между 700 и $100. Но дело, конечно же, не только в цене билетов. Дело в том, что полет через Белград предоставляет мне уникальную возможность побывать в Белграде, где я до сих пор не был. Таким образом, я не только денег на полет сэкономил, таким образом я еще и сильно разнообразил свою, так сказать, культурную путешественническую программу, побывав в дополнительной стране, в дополнительном городе и увидев много интересных, давным-давно помеченных к посещению на карте мест. Короче, я в Белграде. По большому счету получилось это, в общем-то, случайно. Плана никакого по большому счету нет. Вернее, кое-какой план есть, потому что у меня всегда есть всякие разные интересные места, отмеченные в Google картах. Но планы уже начали меняться, потому что тот отель, который я хотел, уже забронирован, мне туда уже не попасть. Надо искать какой-то другой. И с поездом, который меня повезет отсюда в Черногорию, непонятно. Поэтому я не знаю, смогу ли я вам что-нибудь показать про Белград, смогу ли я сам что-нибудь посмотреть. Но, наверное, какой-нибудь видосик я запилю, потому что все-таки это получается первый раз за почти 2 года, когда я куда-то полетел на самолете, и первый раз за последний, наверное, практически год, когда я вообще куда-нибудь поехал путешествовать. Поэтому не знаю, что там будет дальше в этом видео, но не переключайтесь, точно будет интересно. Теперь вот надо пойти где-то там найти автобус, который меня довезет до центра города. Там я узнаю насчет поезда в Черногорию, а в зависимости от того, что там выяснится, будут какие-то дальнейшие планы. В общем, буду держать вас в курсе. Если вам все это интересно, ставьте лайк и смотрите дальше. Комфортабельный автобус прямо из аэропорта под номером 600 довез меня вот до этого замечательного, симпатичного здания. Это новый вокзал Белграда, Белград-центр. Хочу сказать, что вся эта конструкция выглядит, прям реально фантастически. Я так понимаю, что все платформы, вся вокзальная инфраструктура находится внизу, под этим всем вот строением. Где-то там под землей находятся платформы, ходят поезда. А все вот это, я так понимаю, что все еще строящийся комплекс, в котором будет вокзал, и, наверное, куча всякой разной другой штуки. Voz izvodimo saobraćaj od stanice Beograd centar do stanice Petrovaradis. Intercity voz 548 iz Beograda centra za Novi Sad postavljen на 7 kolosek. Здесь вон такой вот макет есть всего этого. И на макете видно, как это все должно будет выглядеть. Вот это центральное здание, под которым внизу ходят поезда. Центральное здание, надо сказать, выглядит очень круто. Такая ажурная конструкция. Много света, много места. Но мы здесь не за этим. Мы за тем, чтобы найти расписание и узнать, когда же там ходит поезд. Вон там написано было инфо. Пойду сейчас у тетеньки спрошу. Где-то вон там вот. В общем, добрые тети на стойке информации мне рассказали, что поезд есть. Он ходит каждый день в 20:30. Отправляется отсюда, с этого вокзала из Белграда, и идет до города Бар, куда приходит 7:30 утра. В принципе, меня устраивает. И можно было бы поехать сегодня, прямо сейчас, сесть и помчать дальше. Не сейчас сесть, а вечером. В Белграде же столько всего интересного. Поэтому я подумал и решил, что я останусь в Белграде до 9 числа. Сейчас пойду в кассу, куплю билет на поезд до города Бара, до Черногории на 9 число. 2 дня проведу здесь, в Белграде. Попытаюсь посмотреть здесь все везде по максимуму. А потом спокойненько сяду на поезд и поеду в гости, как изначально планировал. Перемены, они всегда к лучшему. Изменения в планах тоже всегда идет на пользу. Очень приятнейшая женщина в кассе. Мы с ней пообщались на ломаном смеси английского и русского. Вот так вот выглядит билет. Сейчас я ему покажу поближе. Билет тут, получается, состоит из 2 частей.
То есть, грубо говоря, сам билет, который дает право, так сказать, сесть в поезд, это вот этот вот. Здесь написано, что поезд отправляется 9-11. Из Белграда идет до Бара. И стоит этот 31,80 евро. Одно место, грубо говоря. И постель. Вернее, это не постель, а это купе. Это будет одноместное купе. В нем поеду я один. Хотя вроде там я слышал, что все купе одинаковые. Просто туда либо подселяют троих, либо только меня одного. Естественно, это стоит. Ну, в общем, поживем увидим. Когда придет поезд, я приду в поезд. Я сделаю на поезд наверняка подробнейший обзор, что, как и почему. Ну, в общем, доехать из Белграда на поезде по самой живописной железнодорожной ветке Европы стоит 31,80 евро и 5740 сербских динаров. Ну, короче, все вместе это почти 80 евро. Может быть, даже чуть побольше. 90, наверное, евро. Блин, недешево, но, надеюсь, это того стоит. Единственная проблема, что я рассчитывал на то, что поедет поезд дневной, а дневного поезда теперь не ходит. Это вот те самые изменения в планах, которые были изначально. Поезд теперь есть только ночной, а ночью никаких красот видно не будет. Но я все равно на этом поезде обязательно прокачусь, тем более билет уже есть.